Не, ну здесь прям хочется ругаться. Я не понимаю, почему Adobe целый год непонятно чем занимались. Где наши суперпроекты, которые нам показывали год назад? Где проект Stardust, который позволяет отделять объекты друг от друга и спокойно удалять их ван-кликом? Где проект «Смотри насквозь», который убирает мультиэкспозицию и позволяет разделить ее на составляющие? Где проект Даб-Даб-Даб, который бы переводил мои ролики на английский язык? А проект Neo, который должен был за место блендера дать абсолютно легкий способ моделирования 3D-объектов и сцен. Ну ее парсете. Неужели год назад вы показали, как может классно работать элементарный апскейлер? Сейчас вы такие, типа, вот вам супер резолюшн. Спасибо. Реально, лучше бы сделали рез-ап, и все бы были счастливы и довольны. Adobe, ну реально, вы же год назад показали отличный апскейлер, который на голову выше вашего всратого супер резолюшена. Ни один проект они не реализовали из того, что хотели. А тут они проводят конференцию и выкатывают еще новые. Ну окей, давайте смотреть и пускать слюни. Привет, YouTube, Максим Густарев на связи. Проекты классные, которые не факт, что будут выпущены компанией Adobe. Поехали. Проект номер раз — это Project Perfect Blend. И если вы вообще когда-нибудь занимались фотобашингом, вы должны прекрасно осознавать, какой это реальный геморрой. Потому что свести два изображения из разных источников по контрастам, по цветовой палитре, по насыщенности, ну это время. И частично головная боль фотобашеров решится с выходом этого проекта. О нем рассказала милая Мингвей Рэнь, которая также раскрыла секрет, где именно Adobe берут все свои упоротые идеи. I guess everyone is enjoying the party tonight, right? So, Начала она презентацию с грустной новости. I planned out this cozy winter theme for me and my boyfriend to take a holiday photo together. There's just one tiny little problem. He lives on the other side of the world right now. Let's get started with a photo of my boyfriend. Why are you guys laughing? This is a sad story. Итак, у нас есть бэкграунд, есть ее бывший. Она его вот так вот на стол такая пододвигает. Долго, конечно, пытается поставить, видимо, волнуется, но все же ставит. А далее нажимает на суперсекретную кнопку гармонизации и над парнем, который ушел к другой, вершится правосудие. Она его и давит, и мнет, и даже надувает, и, смотрите, даже взрывается. В общем, она над ним отрывается по полной. Да ну не, на самом деле происходит магия с автоматическим блендингом. Вы только посмотрите, как круто матчатся цвета, контраст, и даже тень от парня начинает отбрасываться на стол. А вот с надуванием ее парня это все пика, нейронка, с которой вы можете сами побаловаться. Просто грузите фоточку в Telegram, пуп, выбираете нужный вам эффект, к примеру, надуть, и клацаете на «Сгенерировать видео». Проходит a few moments later, и на выходе вы получаете вот такую смешнульку. Ну а доступ к этой нейронке по QR-коду. Далее она вставляет себя, и также через гармонизацию получается интегрировать фото без лишних минут, потраченных на сведение цвета. Даже разорванный свет на лице, вот этот полосочковый, выравнивается. Ну и очень круто дорисовываются тени, согласитесь. Ну а после она аналогичным образом вставила котейку. Amazing, huh? Yeah. И показала несколько вариантов с различными цветными бэкграундами и полной перерисовкой света в сцене. Как по мне, качество в примерах в лоб, конечно, хромает. Я не уверен, что в крупных портретах такое качество будет допустимо, особенно для рекламного модуля. Но вот что касается портретов малой крупности, тут мне уже все понравилось. Берем красивый пейзаж, женщину, вставляем, в смысле женщину вставляем в пейзаж, удаляем фон и гармонизируем, бах, и у нас и правильная тонировка, соответствующая закатному солнцу, и тень от человека на мокром песке, отбрасываемая в правильном направлении. Круто! А вот поверх этого розового фона с небом мы можем еще и народу накидать, удалить у них фон и гармонизировать. Даже со сложными портретами, где часть лица освещена цветным светом, либо не освещена вовсе, гармонизация работает. Конечно, не всегда
всегда хорошо, но что вы хотели, это о Бобе. И на выходе у нас получается готовый постер для Болливуда. Для фотобашеров этот проект однозначно крут. Ну а мы едем дальше. Следующий проект Project Scenic. Это 3D-среда с возможностью размещения в кадре различных 3D-моделек и последующим image-to-image преобразованием вот этого всего 3D-барахла в полноценное изображение. Все просто. Пишите текстовый запрос «Уютный кемпинг». И в сцене появляется палатка, деревки и костер с лежаками. Уточняем позицию камеры, вписываем промпт «Уютный кемпинг» для установки стиля и генерируем. Вуаля, у нас несколько вариантов более контролируемой и предсказуемой сцены, которую вы создаете под свои собственные задачи. Ну, не знаю, надо, допустим, сделать рекламный билборд глэмпинга, бахнули в сцене локацию, а потом через Perfect Blend в пару кликов накидали людей. Крутота. Можно накидать больше палаток, больше деревьев, выбрать низкий ракурс и вписать более сложный промпт. Результат, я считаю, весьма красив. Вот такую штуку я бы прям с удовольствием попробовал. С точки зрения композинга можно придумывать абсолютно разные локации. Тоже хочется. Опять ведь забьют и ничего не сделают. Лет через 5 выкатят это все добро. А Густарев жди. Кстати, третий проект, Project Hi-Fi, абсолютно похожим образом работает, тоже элементарный image-to-image, натянутый на Firefly. Project Hi-Fi. Сфотографировали комнату, ее по геометрии сгенерировали новые интерьеры. От руки нарисованный цветочек перерисовывается в реалистичную фотографию практически real-time. Будет забавно, если Adobe позволит перенести нейросетевые вычисления на сам ПК, чтобы все происходило внутри ПК пользователя, а не в облаке. Вот тогда-то пираты возликуют. Потом сгенерированный цветок вставляется в интерьер, и картинка перегенерируется в новую. Аналогичным образом добавляется диван и дополнительные интерьерные клип-арты типа стола, ковра, а лампа вообще, смотрите, схематично кружком рисуется. И волшебный image-to-image делает магию стабильной диффузии. В целом проект Hi-Fi уже как бы пару лет реализован в самом Stable Diffusion, но мне как-то пофиг. Если этот проект завезут в Photoshop в нативном виде, то сразу говорю, я больше никогда не открою терминал, чтобы запустить Stable Diffusion. Ну только если нужно будет кого-нибудь обезодеждить, но такое у меня в основном на Boosty и Патреоне. Четвертый проект Clean Machine для зачистки. Project Clean Machine. Yes. Для зачистки видео от различных бликов и мимо крокодилов. Загружайте видео, скрипт анализирует его и находит фреймы с косяками. А далее идет автоматическое удаление отвлекающих элементов, таких как засветки ярких источников света, вспышки, блики от фар авто. Clean Machine их отлично затирает, и в отличие от традиционных методов зачистки, типа там простого Generative Fill, удаление опирается на соседние фреймы для лучшего понимания контекста на протяжении всего видео. Пятый проект Turntable будет идеален для всех иллюстраторов, которые рисуют картиночки в векторе. Junqin Chen with Project Turntable. Представьте, вы рисуете сцену с векторными персонажами. Вот у нас тут один воин и один дракон. Но что, если вы хотите повернуть главного героя? Посмотреть на него как бы с другого ракурса. Turntable берет 2D-картинки и дает им жизнь в 3D-пространстве. Если раньше надо было заново все рисовать, каждую проекцию поворота модели вручную, то теперь просто нажали на кнопочку и бац, получили с помощью ИИ полную вариацию с множеством ракурсов, как в горизонтальной оси, так и в вертикальной. И ручками почти ничего лишнего делать не нужно. Следующий проект Remix Elot также будет интересен для дизайнеров, а самое главное для верстальщиков. Hello everyone, I'm super excited to present Project Remix Elot. Я сам таковым был 10 лет или даже 15. Я отработал в журнале, делал верстку. И особой головной болью было создание адаптивного дизайн-макета. Я собирал рекламный разворот, а потом мне главред говорит: Максимка, слушай, у нас Вася Пупкин, заказчик такой, зараза, он не хочет платить за весь разворот, а он оплатил только половину, поэтому давай-ка пересобирай макет. И ты такой еще сидишь часа полтора так, пересобираешь все это добро. Эх, вот был бы у меня Remix Elot. Одно нажатие, и макет адаптируется на нужные вам пропорции. Ну магия же. Просто сколько сохраненного времени, которое можно было потратить на PUBG или Baldur's Gate. Эх. Но это еще не все.
Если у нас уже есть готовый дизайн-макет со шрифтами и стилистическими элементами, его можно перекинуть на сырой, нулевый, на коленке собранный технический макет. Бум! И еще больше магия! Сюда же надо сделать визитку или флаер? Да без проблем, просто перекинули, и макет вписывается в нестандартную форму. Опять же, проект для дизайнеров полная имба. 7-й проект — Know-how. Project Know-how is Shruti Agarwal. Он представлен в виде расширения для браузера, которое позволяет определить первоисточник и авторство цифрового контента. Content credentials show metadata today. Этот инструмент может определить оригинальный источник изображения или видео, а также выявить любые изменения, которым контент был подвергнут. Поэтому, даже если вы монтажер, Know-how определит, что и где вы замазали. Поэтому будьте готовы, авторы контента могут надавать вам по жопе. Штука дико полезная для иллюстраторов и художников, чьи работы постоянно тырят без указания авторства. 8-й проект — Supersonic. Wouldn't it be great if I could just generate sounds for my project right in the timeline? Нейросетевой генератор ambient звуков и синтезатор на максималках с управлением через промптинг. Вы вписываете подсказку, к примеру, звуки леса, и Supersonic создает соответствующую аудиодорожку. Supersonic опирается на контекст самой картинки, он понимает, что там происходит, и получается вполне вариативный и настоящий саунд-дизайн. Помимо контекста картинки, нейронка может брать за основу и сторонние аудиофайлы. К примеру, пользователь может записать свой голос, имитируя желаемый звук, и Supersonic преобразует эту запись в звуковой эффект. Условно, можно попердеть в микрофон, и звуки грома будут готовы. Ну и заключительный снэк на сегодня — это проект InMotion, призванный для облегчения работы создания простых анимаций. Do you like motion graphics? Оживить простой вектор можно будет без сложного программирования и использования сторонних приложений. Статичные изображения и формы превращаются в динамичные анимации с описанием желаемого движения с помощью простого текстового ввода, ну или указания векторов трансформации. В целом больше никакого покадрового редактирования, промежуточные кадры сгенерируются автоматически и достаточно плавно, а после генерации всегда будет можно их изменить, ведь все это работает в векторе. Также можно будет настроить различные параметры типа скорости движения, продолжительности анимации, ну и других разных визуальных штук. И если вот так тему развивать дальше, то в простую ЧБ-форму можно будет привнести жизни и красок через элементарный image-to-image. На презентации, опять же, все на красивых примерах показали. Спасибо стабильной диффузии за то, что ты есть. Ну, в целом-то и все. Сейчас все проекты находятся на стадии разработки. Все это пока что в Python, скриптах и так далее. Непонятно вообще, когда это будет реализовано в реальной жизни. Ну, помимо вот, конечно, вот этого image-to-image, который в Stable Diffusion уже 100 лет в обед. И опять же, Adobe, дайте мне, пожалуйста, нормальный апскейлер. Где вот там ваш классный резап? Очень хочется его потыкать. В любом случае, проект интересный, ребят. Много всего впереди интересного, вот бы дождаться этого. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. Обязательно подпишитесь на канал, потому что будут скоро новые видосы, не только на тему о Бобе. Буду радовать вас и около фотографическими темами. До новых встреч, пока.